May I ask? Есть ситуации, когда родители слишком дистанцированы, либо они уходят в свои интересы, либо алкоголизм, то есть ребенку получается некогда сепарироваться. Or they are sort of alcoholics and don't pay attention to the child. And then the child is having this separation from the beginning quite easily, but then he has a tendency to reunite somehow when he's feeling he's lacking the parents' attention. Because they are too busy. Yes, too busy. He wants not to separate because he is separated. Somehow not out of himself, but he has been separated by his parents. Right. And he wants to reunite. Right, because when a child begins to separate, they know they cannot completely separate. Когда ребенок начинает отделяться от родителя, ведь это очень важный момент, что это происходит между 8 и 12. Короче, он понимает, что он полностью, нет, чуть позже, что он полностью отделиться все равно не может. Он еще зависит от родителя. They still need the parent. Он еще нуждается в родителе. They know that. И они это знают. They're not ready to be completely Они даже не готовы к полной сепарации, к полному отделению. Я имею в виду, что вот когда приходит время для этого подросткового бунта, when this time for rebellion, нет никого, перед кем можно бунтовать, его никто не держит. He has an inner need to become a rebel, but there is nobody around. Nobody he can show his behavior to. Right, it's like he's won the battle of separation. Ну да, похоже, в таком случае он уже выиграл эту битву за отделение. Without a fight. Но без всякой битвы. Битва не происходила, а у него уже все, он уже победитель. Можно сказать, что тут важен не сам факт сепарации, а важен So one can say it is very important not to separate, but to fight for this separation, to struggle, right? Yes. Можно и так It's сказать, very да. important. Это ведь очень важно. You have to be connected to separate. Для того, чтобы отделиться, необходимо быть сначала тесно связанным. This child sounds like they never really had the connection. А у этого ребенка, похоже, никогда не было настоящей связи с родителями, тесной. They're trying to separate, but they really haven't got anything to separate from yet. Он, может быть, согласно возрасту, пытается отделиться, но ему на самом деле не от чего отделяться, потому что у него никогда не было этой тесной связи. Вот, в вашем случае. So, how should we work with this child? Как мы будем работать с таким ребенком, родители которого дали ему свободу? What task in adolescence would be helpful to this child? Какая задача из 4 задач подросткового возраста будет очень полезной для этого ребенка? Separation, Повторяю задачи. Сепарация или отделение, индивидуация, образование новых связей, привязанностей и новая интеграция. Reattachment. Да, совершенно верно. Образование новых привязанностей. This child needs to replace. Этот ребенок нуждается в том, чтобы. It's going to be hard because they've never had the attachment, but they need to be connected to other people. Соединиться с другими людьми. Ему нужно образовать тесные связи с другими людьми. Это будет для него очень сложно, потому что у него раньше не было настоящей тесной связи с родителями. Remember, at this stage, и в этом возрасте, the parent has been pushed out. На этом этапе, вы же помните, идеализированный родитель уже им отпихнут, и там остался вакуум, там пустота. And so идеала нет. Who come to fill that vacuum. Идеала нет, вместо него пустота, и именно какие-то сверстники, подростки, кто-то чуть постарше, какие-то кумиры приходят на место этих родителей, замещают их, идеализированных родителей. So it will be helpful to this child. То есть этому ребенку будет очень полезно образовать какие-то связи с кем-то хорошим. I feel like if I was to work individually with this child, если бы я работал индивидуально с таким ребенком, я думаю, it would be very hard
for the child to actually have any negative feelings toward me. У ребенка с большим трудом, наверное, вообще не будет возможности иметь ко мне какие-нибудь негативные чувства. Ему это будет очень тяжело. So I might think of going two things at once. Я это буду учитывать и, наверное, попытаюсь сделать сразу две вещи. Individual treatment Индивидуальная терапия. with a very strong positive transference to the сильным therapist. позитивным родительским переносом. С развитием очень сильного позитивного родительского переноса. And at the same time, to put them in a group Но одновременно я бы еще поместил его в группу and help them be more attached to other people. и помог бы ему больше привязаться к другим людям. Because if at some point the therapist and the child can begin to separate, Потому что если в какой-то момент ребенок и терапевт начнут отделяться друг от друга, the child will already have other attachments в ходе терапии будет развиваться эта сепарация, у него уже будут питающие его, поддерживающие его связи с другими людьми. Вот в группе сформируются уже. You know? Make sense? Пожалуйста. And this aggression to you should not be revealed, expressed in some way in your individual treatment of such a child. If such a child, I think it will be too scary for Для the него, child. для ребенка это будет слишком страшно. Я думаю, она не проявится именно из-за него. Он не сможет ее проявить, да. Right. Вот в этом случае. But it would be exciting whenever it starts happening. Но будет очень такой волнующий момент, если это начнет происходить. Это будет здорово. I want that child to separate from me as the therapist for a long time. И я хочу, чтобы ребенок от меня отделился и на долгое время меня отошел. Everyone has adult patients like this. У всех же есть такие пациенты взрослые, наверное, Who come every week которые все еще застряли в этой and tell you проблеме. all the things you're doing wrong. Они приходят вам каждую неделю и объясняют вам все, что вы делаете неправильно. Оказывается, все, что вы делаете неправильно с их точки зрения. You are in some way trying И все равно to приходят. rework separation. Таким образом, они пытаются по-новому осуществить эту сепарацию.